Коста-Рика. Сколько птиц в Каньо-Негро? По разнообразию животного мира Каньо-Негро входит в число лучших заповедников Коста-Рики. Здесь водятся крокодилы, обезьяны, тапиры и даже ягуары. Особенность Каньо-Негро – это обширные заливные луга, где в сезон дождей уровень воды может подниматься до 3 метров. В сухой сезон вода уходит, оставляя тучные пастбища для скота и заболоченные лагуны, которые являются настоящим раем для птиц. Лагуны питаются водой реки Рио-Фрио, по берегам которой водится масса всякой живности, особенно крокодилов, и поездка на лодке по реке и лагунам – довольно увлекательное приключение. А этот мертвый кайман пойдет на обед грифам. В сухой сезон, когда через заливные луга можно дойти до дальнего леса, туда отправляются Рената и Татьяна, которые ведут регулярный мониторинг количества видов птиц в Каньо-Негро. Татьяна – профессиональный биолог, а Рената – опытный проводник и организатор экологических туров по заповеднику. Наконец мы заходим в джунгли, где Рената чувствует себя как рыба в воде. Eating termites. So normally when you sail into the forest, just you need to put your finger. Now it's empty, but just you need to put your finger, and then you will eat. Nice. Pure protein. Apples of water. It's eatable or not? Absolutely, and this is the reason why the spider monkeys are over us. Here at night, here will be many different species of mammals eating this sweet fruit. You can taste it if you want. Eat you first. Okay. My second one. But there is a hummingbird. Вот еще кое-что вкусненькое – плоды какао. Один мы возьмем себе, а остальные оставим обезьянам. This is good. This is good. Yeah. And those. There we have more. Тут же рядом, в большой луже на дне высохшего русла реки, я насчитал добрый десяток пар, торчащих из воды настороженных глаз. И как только закончился небольшой дождик, кайманы стали вылезать погреться на солнышке.
Мы идем дальше по высохшему руслу, в надежде увидеть следы животных. With 3 toes. What is this? Tapir. Oh, beautiful. Yeah. It's tapir, Yeah, it's the tapir, right, Renata? Yes. but Tapir. very bigger. Yeah, really, it's bigger. It's a really, really big animal. Look, yeah. В корнях этого огромного дерева могут быть птичьи гнезда или летучие мыши. Но сейчас здесь пусто. I have no bats. Под ногами часто попадаются ядовитые красные лягушки с синими лапками, напоминающими джинсы. Их ядом индейцы смазывали кончики отравленных дротиков. Наконец мы видим кое-что посущественней – свежие следы ягуара. К сожалению, вероятность встретить этого ночного хищника средь бела дня чрезвычайно мала. Так как вести учет птиц в густых джунглях довольно непросто, Рената использует мобильное приложение с их голосами. Поэтому в счет идут не только те птицы, которые он увидел своими глазами, но и те, которые откликнулись на зов. А вот эту птичку мы вначале услышали сами, по характерным щелчкам. Это белобородый монокин. Он расчищает площадку на земле и, громко щелкая крыльями, исполняет на ней свой брачный танец, который привлекает самку. Чтобы его заснять, нужно установить специальную камеру. Этими кадрами со мной поделился Вильям из Фонда восстановления джунглей Пьерелло. Из редких экземпляров мы видели трагона из того же семейства, что и знаменитый кецаль. Всего за этот день Рената и Татьяна насчитали 110 видов птиц. И это без учета тех, которые каждый день прилетают к кормушке рядом с домом Рената. Вернувшись домой, мы полакомились вкуснейшей кремовой мякотью какао. It's very, very sweet and it's ready to eat. And for make chocolate, Yes. you have to take all of this, put in a recipe with banana leaves, and you can leave for 2 weeks maybe. And there is a levadura. It's a kind of mushroom that make all the fermentation. After that, you dry, you toast, you grind, and this is chocolate. Okay. Покидая Каньон-Негро, я всегда буду помнить гостеприимство и потрясающую дикую природу этих мест.